Заглядывать в будущее – это вообще глобальное свойство мозга и даже довольно простого мозга. Мы ведь описываем мир словами, то, что называется речевая презентация, репрезентация мира, речевая модель мира. Это прогноз того, что будет через несколько минут, через несколько дней, через несколько лет. Вне этой функции мы практически не существуем. Нету однозначно черного и белого, плюса-минуса. Это всегда будет, это никогда не случится. Мир вероятности, в тот момент, когда вы это понимаете, вы гораздо легче начинаете относиться ко многим проблемам и в том числе вовремя меняете, например, свою жизненную траекторию, и это правильно. Наш мозг, он ведь не очень мощная вычислительная машина. То есть, в принципе, у нас, конечно, большой мозг, конечно, сложный, но ничего такого сверхъестественного в нем нету. Искусственный интеллект – это мощнейшие инструменты, которые возникают сейчас. Они должны в идеале помогать человечеству. Не забывайте, мы же должны от этих самых искусственных сетей не отставать в каких-то избранных областях. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия», одну из ключевых площадок страны для проведения знаковых мероприятий и обсуждения будущего России. Здесь, среди уникальных технологических экспозиций и оживленных дискуссий, родилась идея создать формат, где мы вместе с экспертами из разных сфер сможем приоткрыть завесу будущего и сформировать его образ. Сегодня мы начинаем наше путешествие в мир идей и смыслов вместе с первым гостем, человеком, который знает ход наших мыслей и то, как устроен наш мозг, доктором биологических наук, профессором МГУ Вячеславом Альбертовичем Дубыниным. Меня зовут Анжелика Кирьян. Пришло время поговорить. Вячеслав Альбертович, приветствую вас. Мы бесконечно рады, что вы сегодня с нами. Не хочется, на самом деле, терять ни секунды из нашей беседы. Но прежде чем мы с вами перейдем к разговору о будущем, предлагаю начать с отправной точки. Насколько сегодня изучен наш мозг? Не очень изучен. Меня лично это ничуть не огорчает. Это означает, что еще на десятилетия, а то и на сотни лет есть работа у нейробиологов и нейрофизиологов. На самом деле вопрос не очень простой, потому что ведь нет вообще работы мозга. А есть уровень молекулярный, клеточный, уровень отдельных структур. Наконец, целостный уровень, когда психические процессы генерируются нашими нейросетями. Так в целом можно сказать, что процентов на 20-30 изучен каждый уровень, хотя наверняка специалисты скажут, нет, о генах мы знаем еще только процентов 5, а о белках, от силы 15. Я так все-таки считаю, что по крайней мере, два объекта, человек и белая крыса, изучены уже процентов на 20-30. Но фокус в том, что на нашей планете, вообще-то мозг, у огромного количества животных. И здесь действительно уровень изученности, скажем, 0,1%, потому что, есть осьминоги, есть, например, какие-нибудь акулы, есть какие-нибудь пингвины, или попугаи, и все это еще огромное белое поле, и это прекрасно. Поэтому мы всегда зовем студентов и к нам на биофак, и к нам на кафедры, которые занимаются нервной системой, и надо сказать, что желающих хватает. А можно прогнозировать процентов на 50, когда мы подойдем к изучению мозга? Думаю, что лет 30-40, и уже это будет, потому что работы ведутся очень интенсивно, но вы должны понимать, что наука – это не история, когда все это огромное поле изучается более-менее равномерно. Все-таки это больше похоже на добычу золота во время какой-нибудь золотой лихорадки. Здесь шахта, здесь шахта, здесь шахта, потому что есть темы актуальные. Коронавирусная пандемия случилась, и сейчас нейровоспаление – одна из самых таких востребованных тем. Но на самом деле изучается, конечно, далеко не все. И опять же, это же прекрасно, потому что мы можем заниматься нашим мозгом очень долго и открывать все новое и новое. Стремление размышлять о будущем, оно кажется таким естественным для человека, но насколько это целесообразно с точки зрения нейробиологии, особенно сейчас, когда все так быстро меняется, причем самым
невероятным образом, неожиданным. Есть ли смысл прогнозировать будущее, которое достаточно сложно прогнозировать? Вот, казалось бы, живите себе спокойно, плывите по течению. Нет, нам надо заглянуть вперед, посмотреть, все ли с нами в порядке. Ну да, это отдельная проблема, потому что порой, заглядывая в будущее, мы начинаем избыточно тревожиться, а реально, да, когда что-то наступает, вдруг оказывается, что никому даже в голову не приходило, что возможен такой поворот сюжета. Но вообще заглядывать в будущее – это вообще глобальное свойство мозга и даже довольно простого мозга. Я, когда рассказываю о таких базовых принципах деятельности нейросетей, частенько упоминаю эксперименты Ивана Петровича Павлова, который, собственно, все знают, изучал условные рефлексы. Но ведь, по сути, условный рефлекс – это тоже попытка заглянуть в будущее. Ну, скажем, там ползет какая-нибудь улитка, и дальше, значит, подплывает к ней, не знаю, там красная рыбка, кусает ее, улитка прячется в раковину. Почему прячется? Ну, потому что больно. Но если, например, улитка способна устанавливать ассоциации, учиться, то ее нервная система после нескольких таких нападений запоминает: ага, вот это красное пятно, от него одни неприятности. И начинает прятаться в раковину до того, как от нее откусили кусочек. И это уже заглянуть в будущее. Ну, а когда мы говорим о сложном мозге, тем более человеческом, мы ведь описываем мир словами. То, что называется речевая презентация, репрезентация мира, речевая модель мира. И из этой модели мы строим прогнозы. И это прогноз того, что будет через несколько минут, через несколько дней, через несколько лет. Вне этой функции мы практически не существуем. Но действительно, если там, вот в этой картине мира, слишком много неизвестного, да вдобавок вас это чрезмерно тревожит, тогда наша способность прогнозировать может стать источником тревоги. И здесь, собственно, глаз да глаз за нашими собственными нейросетями. И вот это вот умение сказать самому себе: так, вот об этом я не думаю. То есть контроль ментальной активности – это один из навыков. Он такой же, как умение правильно питаться, правильно спать, физическая нагрузка достаточная. И, собственно, психологи этим занимаются, обучая нас, ну, например, вовремя расслабляться, порой даже медитировать. Да, все вот эти состояния, они очень важны. И навык эффективного использования своего собственного мозга. Планируем свою жизнь, но не сходим с ума от неизвестности. Да, планируем, но без фанатизма. Да. И всегда надо помнить, и это один, собственно, из таких базовых алгоритмов нашего существования, все вероятностно. Нету однозначно черного и белого, плюса-минуса. Это всегда будет, это никогда не случится. Мир вероятности, в тот момент, когда вы это понимаете, ну, вы гораздо легче начинаете относиться ко многим проблемам и в том числе вовремя меняете, ну, например, свою жизненную траекторию, и это правильно. Путешествия по России за несколько часов станут реальностью. Проект «Путешествия по России» на площадке Национального центра «Россия» включает интерактивную экспозицию более 3000 квадратных метров, гастрономическую зону, универмаг «Россия» и насыщенную культурную программу. Откроется для посетителей с марта 2025 года. Следите за новостями на сайте и в социальных сетях. Ждем вас! Для того, чтобы строить предположения о будущем, важно, мне кажется, понять, в каком состоянии мы находимся сегодня. Насколько современный человек в плане адаптивности мозга отличается от человека, скажем, 15 столетия. Насколько мы стали более адаптивны к изменениям. А почему именно 15 столетия? Ну, потому что много времени прошло, ну, я подумал, и много всего произошло. Образование русского государства, да, татаро-монгольская ига, наконец-то. Например. Ну, в общем, да, действительно. Вы знаете, мне кажется, что подобного рода вопросы, они, ну, почти не имеют смысла, потому что вообще-то наши основные нейросети, которые управляют самыми сложными психическими функциями, обеспечивают эти функции, они появляются на свет во многом пустыми. И мы заполняем, человек заполняет их той информацией, теми сигналами из окружающей среды, ну, которые просто вот
есть, да, вот вы рождаетесь в 15 веке, там в маленькой деревне, ну или, может быть, в какой-нибудь боярской семье, тоже неплохой вариант, и как бы вот дальше, да, первые годы жизни вас наполняет ваш язык, ваше окружение, ваши там няньки, мамки, не знаю, коровы, овцы. Вы рождаетесь в 21 веке в мегаполисе, а может быть в маленькой деревне, и вас тоже наполняет то окружение, которое существует. И да, конечно, есть интернет, есть смартфоны, очень доступная информация, но зато не очень много, не знаю, там кур, овец, лошадей, нянек, мамок и вообще вот этого разнообразия природы. Но наша нейросеть, особенно кора больших полушарий, она так устроена, что адаптируется, что называется, по месту. Я живу в этом мире, в это время, в этих условиях, в условиях еще вот такого-то языка. Ведь наш мозг младенца, выучивает свой первый язык, ну, практически как иностранный. И это удивительные свойства адаптивности. Ну и, собственно, 15 век, ну да, прошло там 500-600 лет. За это время никаких серьезных эволюционных процессов не происходит. Эволюция, она все-таки считает на тысячи лет и даже на десятки тысяч лет. А 500 лет – это для нее не срок. Поэтому я думаю, что уровень адаптивности все тот же. Мы сходим с конвейера все теми же Homo sapiens, с большим, пустым и очень любопытным мозгом. Любопытство – вот это наше гигантское достоинство. И мы всю жизнь учимся, и мы способны всю жизнь учиться, и это тоже наше гигантское достоинство. А сейчас еще популярна вот такая модель непрерывного образования, каких-то дополнительных курсов образовательных. И таким образом человек как раз постоянно переключается. То есть он, получается, поработал в этой профессии, может себя перепрофилировать в другую, и вот так за жизнь менять там, ну, десятки сфер своей деятельности. Раньше все-таки мы более как-то... В 15 веке. В 15 веке. Анжелика, я же все-таки профессор МГУ, и для меня непрерывное образование – это просто суть и моей профессии, и моего существования. Ну и вообще наука такая область, где все время все меняется, прирастает знаниями. Тем более действительно повезло жить в эпохе непрерывных перемен, ну, например, с точки зрения компьютерной техники. И поэтому, собственно, учиться – это прекрасная возможность нашего мозга. У нас там внутри зашиты специальные нейросети, которые, когда мы узнаем новое, генерируют положительные эмоции. С этими эмоциями связана прекрасная молекула дофамина. Сейчас слово дофамин, по-моему, все уже знают. Дофамин – это целых два замечательных потока положительных эмоций – радость новизны и радость движений. Ну и, собственно, добывать эту новизну и эти положительные эмоции – это задача действительно на всю жизнь. Но на самом деле все еще сложнее, потому что если вы не загружаете мозг новой интересной информацией, ну, начиная там, с 40 лет или там, с 60, или даже с 80, то нейросеть из-за дефицита новых знаний, она начинает, ну, несколько упрощаться. То есть у нас, собственно, информация внутри нашего мозга между нейронами передается в особых контактах. Эти контакты именуются синапсы. И этих синапсов на каждый нейрон приходится несколько тысяч. Но фокус в том, что эти синапсы нужно, по сути, кормить информационными потоками, осваивая новые сферы, осваивая новые профессии или хобби, общаясь. Творчество, да, все виды искусства, они, собственно, за то, чтобы усложнять нейросеть. Поэтому учиться в течение всей жизни – это вовсе не какая-то обязанность. Это наша прекрасная возможность, спасибо эволюции, что мы такие. Ну и, кстати, эволюционисты, они частенько поговаривают, что для человека в какой-то мере свойственна так называемая неотения. То есть мы всю жизнь остаемся немножко детьми, и поэтому такие любопытные, открытые новому изменениям. И если вам сразу повезло найти свою профессию, то прекрасно. Если не очень повезло, продолжаем поиск. И есть гигантская сфера хобби, каких-то дополнительных занятий, которые дают вам эти положительные эмоции, дофамин. И без этого наш мозг реально будет быстрее стареть и упрощаться, зато с этим он готов развиваться хоть до 120 лет. Как раз про поиск такого призвания, предназначения хотелось задать вопрос. Когда мы размышляем о будущем, о перспективах развития, как-то неизбежно мы приходим к вот этому образу оптимизированных процессов.
Насколько, вот как вы думаете, насколько возможно, что в будущем появится такая технология, которая позволит прогнозировать профессиональные предрасположенности, способности человека? Вот так, чтобы сразу в детстве не тратить время родителей и ребенка на бесконечное перебирание кружков, секций в поисках того самого призвания, а вот на старте провели тестирование, сказали, так, это физик-ядерщик, и вот так его и развиваем. Сразу Всё. в ядерную Да, физику. и сразу вот так же, и так его и пошли Анжелик, развивать. даже не надейтесь. Даже не надейтесь. И это совершенно не нужно. И нет, опять же, вот этой узкой специализации. И вы можете быть физиком-ядерщиком, а еще рисовать картины, а еще вести какой-нибудь детский кружок по карате, и все это вас будет ужасно радовать, и это превосходно. Фокус в том, что наш мозг и наша нервная система, она в значительной степени стохастична, то есть случайно. Вот это броуновское движение, это не только про химию, это еще и про наш мозг. А когда мы, например, генетические всякие анализы проводим, ну, там мы имеем дело с вполне конкретными молекулами, генами, их вариациями, но, опять же, очень такими жесткими и понятными. И вот эти вариации и генетические программы, они определяют то, что у человека есть большие полушария, то, что там в этих полушариях примерно 20 миллиардов нервных клеток. А вот как эти нервные клетки будут устанавливать контакты, вот это уже во многом зависит от того, а как развивается ребенок у мамы в животе, да, во время беременности, и дальше в первые годы жизни. И, собственно, когда младенец появляется на свет, все эти 20 миллиардов нейронов более-менее уже стоят на своих рабочих местах. Но дальше в течение первых 2 лет идет интенсивное выпускание отростков и формирование вот этих самых контактов синапсов. И какая получится сеть, это определяется уровнем здоровья, позитивными и негативными эмоциями, сколько было общения с родителями. И вот эти первые 2 года, они прям очень важны, потому что возникает базовая нейросеть, еще почти пустая, которая дальше начинает учиться, и те контакты, которые проводят интенсивные информационные потоки, они сохраняются, те, которые не пригодились, они постепенно слабеют и даже разрушаются. Но здесь нет вот прям вот такой вот однозначной цепочки, детерминированной. Прорастание отростков, оно идет во многом случайно. И мы такие разные. И об этом стали догадываться и понимать еще в конце XIX века, когда стали работать с монозиготными близнецами. Близнецы, которые генетически на 100% совпадают, и да, они похожи, как 2 капли воды, а все равно на уровне памяти, мышления, эмоций, мотиваций они отличаются. И мы видим, что даже самые сложные наши свойства психики, за ними, конечно, где-то 50% генетических установок, но 50% – это наш жизненный путь, который начинается действительно с внутриутробного развития и дальше. Младенчество, детский сад, школа, работа – все это формирует нашу нейросеть, нашу личность. И, конечно, кое-какие подсказки гены дают, но они, как правило, дают не на уровне физик-ядерщик, а на уровне более предрасположен к абстрактно-логическому мышлению. А еще, например, к занятию карате, а еще занятию музыкой. И это прекрасно. Я лично считаю, что каждый человек одарен во многих областях. И когда возникают положительные эмоции, связанные с каким-то видом деятельности, это ваши древние стволовые структуры говорят, да-да-да, мы рассчитаны именно на то, чтобы быть любопытным, быть эмпатичным или, например, преодолевать препятствия. Не вышло снять ответственность с родителей, но... Нет, потому что на самом деле в нашем мозге, ведь кроме программ, которые ведут нас к светлому будущему, вроде любопытства или эмпатии, или преодоления препятствий, есть еще программы тревоги, которые, значит, говорят, как бы чего не вышло. Есть программы лени, то есть экономия сил, лень. Это, оказывается, одно из базовых свойств наших нейросетей. И они говорят, зачем тебе это надо? Как бы работал, и как бы работай, говорит, что умеешь, что и делай. Вот. Наш мозг – это конкуренция разных программ врожденных. Это прежде всего у нас там в стволовых структурах. А еще конкуренция разных программ уже на уровне поведения. Здесь, собственно, соревнуются наши навыки, которые мы сформировали по ходу жизни. Но самый верхний уровень, высшие психические функции, это вот эта самая речевая модель мира, ну, по сути, такой чат GPT, который мы выращиваем по ходу жизни, и находится он у нас вот в этой области.
И это называется ассоциативная теменная кора, или еще называется теменно-височно-затылочное сопряжение. Там ребенок выучивает слова, эти нейросети запоминают слова. Дальше, когда словарный запас становится достаточно большим, возникает целостное представление о мире, и оно становится основой мышления, прогнозирования, осознанности. И мы всю жизнь эту систему выращиваем. Она для нас очень ценна, и это есть наше «я». То есть наше «я», наша осознанность – это вот эта зона. А есть еще куча других зон. И как бы вот эта конкуренция с программами, запускаемыми, например, из стволовых структур, ну, это наша как бы обыденность. В наше время человек сталкивается с огромным потоком информации. Сейчас даже существует такое понятие, как баннерная слепота, когда пользователь в интернете просто не видит рекламные сообщения, потому что вот так работает его мозг, сортирует ту информацию, которая ему поступает. Вот что это, по-вашему? Это вызов для нашего мозга или это такая естественная адаптация, защита для того, чтобы справляться вот с этим огромным количеством всех сообщений, которые к нам приходят? Ну, вы знаете, наш мозг, он ведь не очень мощная вычислительная машина. Мы не можем одновременно все видеть, все слышать, а еще осязать, а еще обоняние, а еще вспоминать вчерашний вечер, а еще планировать завтрашний день. То есть нужно на чем-то концентрироваться. У нас в самом центре нашего мозга есть структура, она именуется таламус. Ее главная функция – это перераспределять ресурс внимания. Ну и, собственно, вот эта баннерная слепота – это таламическая функция, которая позволяет важное оставить, а неважное убрать. Ну и на самом деле мы этим занимаемся, опять же, всю нашу эволюцию, потому что если вы идете, не знаю, там по лесу и ищете условно грибы, то вы же то же самое делаете, да? У вас баннерная слепота ко всем этим кустам и елкам, да, и, например, ягодам, да, и как бы вот. Но зато какой-нибудь подберезовик или подосиновик вы четко детектируете. Во всяком случае, вот эта фильтрация информационных потоков, функция внимания, она очень важна, этим занимается таламус, но все не так просто. Часть сигналов все равно в ослабленном виде через таламус проходят и достигают нашей коры больших полушарий, и способны запоминаться, и способны влиять на наш мозг. Поэтому, несмотря на наши навыки баннерной слепоты, реклама, например, все равно пробивается в нашу память. И нам только кажется, что вот эти вот плакатики, которые там к чему-нибудь призывают что-нибудь купить, на нас не действуют. Действуют рекламщики, это прекрасно знают. Неосознаваемая деятельность мозга, неосознаваемая память, которая влияет на принятие решений, это тоже существует. Есть особая, очень интересная, очень актуальная область в нейробиологии, называется нейромаркетинг. На стыке, собственно, физиологии, экономики, психологии. И да, мы изучаем, как работает реклама, как покупатель принимает решения, почему одни товары более значимы, другие менее значимы, как возникают когнитивные искажения в этой сфере. Все это жутко интересно. Вообще-то наше поведение запускается не нашим замечательным чатом GPT, который в теменной зоне, а нашей лобной корой, префронтальной. И она очень сильно учитывает сигналы от глубинных центров потребностей. И вы пошли в магазин покупать, ну, условно себе что-нибудь к лету, да, а тут, значит, какие-нибудь скидки или просто какой-нибудь яркий товар, и вы в итоге возвращаетесь совсем не с теми покупками, потому что лобная кора перестроила всю программу, и вы вообще забыли, зачем вы пришли в магазин, возвращаетесь домой с этими пакетами, типа, я же за ветровкой пошла, да, чтобы, значит, в лес за грибами ходить, а принесла там, не знаю, какую-нибудь шубку, шапочку, да, и сапожки по скидке. Существует даже мем в интернете на тему того, что каждый раз, когда я иду за базовыми вещами, возвращаюсь в костюме Филиппа Киркорова. Это про это. От этого тоже радость, если это не мешает жить. Но в принципе, шопоголизм – это одна из поведенческих зависимостей, так же, как игромания, так же, как зависание в соцсетях, когда некоторые программы, как правило, идущие не вот из этой глобальной модели мира и глобальных планов, а идущие из центров потребностей, захватывают буквально, может быть, на несколько минут, даже на несколько секунд вашу лобную кору, но этих секунд оказывается достаточно, чтобы достать карточку, приложить к кассовому аппарату и уйти с очередной покупкой. Так, к рекламе и принятию решений в покупках мы еще с вами вернемся. Мне бы вот хотелось какую тему развить. Вы сказали, что
наш мозг — это не очень сильная вычислительная машина. Означает ли это, что искусственный интеллект будет сильнее человеческого мозга? Ну, Или конечно, уже означает, Анжелика. Тут все не очень оптимистично. И еще раз, да, искусственный интеллект — это мощнейшие инструменты, которые возникают сейчас. Они должны в идеале помогать человечеству. И это примерно такая же история, как 30 лет назад персональные компьютеры, вставшие на каждый стол. И как бы я-то помню, как это было. И были прямо корпорации, компании, которые говорили, мы не будем пользоваться компьютерами, потому что, ну, как бы, мы лучше по старинке. И где сейчас эти корпорации? А нигде, потому что человек с персональным компьютером, конечно, вытесняет человека без персонального компьютера, ну, в каких-то актуальных сферах, скажем, в той же самом банковской сфере или там бухгалтерии. Вот сейчас искусственные интеллекты — это такие же инструменты, и не они вытесняют человека, а люди, которые ими овладеют, имеют шанс очень эффективно вытеснять и развивать те сферы, где раньше только один человек присутствовал. И в том числе, да, это какие-то творческие сферы. Ведь это же как бы парадоксально, потому что мы-то думали, что роботы будут сажать картошку, а мы будем писать картины и сочинять стихи. Помните, да, «Приключения электроника»? Вкалывают роботы, счастлив человек. Оказалось, что сажать картошку – это гораздо сложнее, чем писать картины и сочинять стихи. Потому что то же самое творчество, к которому мы относимся с огромным почтением, это всего лишь функция довольно небольшой зоны вот этого самого чата GPT. Ну и сколько там? Ну, может, 3 миллиарда нейронов, ну, может быть, 5 миллиардов. А в мозге-то у нас 90 миллиардов. Чем же занимается тогда наш мозг? Оказывается, 2/3 наших нейронов вообще-то управляют мышцами. То есть самая сложная задача, которую выполняет наша нервная система, это управлять миллиардами мышечных клеток. Наш мозг прежде всего для этого заточен. А функция мышления, творчества – это такой бонус, который возник благодаря развитию сначала сенсорных систем, а потом сопряжению разных сенсорных сигналов вместе. И это, собственно, основа речевой деятельности. То есть, в принципе, у нас, конечно, большой мозг, конечно, сложный, но ничего такого вот сверхъестественного в нем нету. Это мозг большой, адаптированный к разнообразной деятельности, социализированной человекообразной обезьяны, которая вдобавок кучу информации получает уже в таком профильтрованном виде от своих родителей и педагогов. То есть мы не сами узнаем мир, мы учимся. Это то, что называется человеческая культура. Вот. И в итоге, конечно, мы можем мыслить, прогнозировать и все такое, но огромное количество наших нейросетей занимаются памятью, занимаются эмоциями, занимаются движениями. И смоделировать именно мышление и творчество оказалось не так сложно. И сейчас современные нейросети искусственные, да, они уже как бы съели все, что написано человечеством. Судя по всему, уже все, что человечество, изобразило в кинофильмах, да, в каких-то видеозаписях, спектаклях, роликах. И каждую конкретную задачу искусственная нейросеть, конечно, решает уже сейчас лучше, чем человек. Ну и поэтому, собственно, первейшая наша цель, да, это развивать свой естественный интеллект. То есть все говорят про ИИ, но вообще-то мы-то ЕИ, да, естественный интеллект. Поэтому вы как-то так на эти сети посматриваете искусственные, но про свои-то нейросети не забывайте. Мы же должны от этих самых искусственных сетей не отставать в каких-то избранных областях. Выбирайте для себя такие области. Ну, еще раз подсказываю, что самая такая очевидная история – это сложные движения. Сложные движения, и здесь вот эта тонкая моторика пальцев. Ну, недаром сейчас на смену теста Тьюринга пришел, знаете, какой тест? Настоящий интеллект – это такой интеллект, который может, попав в незнакомую квартиру, сварить себе кофе. Искусственные интеллекты, они, как правило, заточены под определенные задачи, но на самом деле тут тоже, конечно, расслабляться не стоит. В тот момент, когда вы выпустили ИИ на волю, и он начинает учиться, взаимодействуя с окружающей средой, вы получаете совершенно другую ситуацию.
Ну и тут, собственно, что называется, глаз да глаз. Но реальность такова, что никуда мы от этих ИИ теперь уже не денемся. В Соединенных Штатах $500 триллиона готовы инвестировать в эти проекты. Вчера Китай на порядок дешевле создал ИИ, такой же, как, например, ChatGPT. Куда это будет развиваться? Мы тоже не хотим отставать. Мы тоже хотим эти сложные платы, комплексы и как бы проекты, которые существуют в России, они местами очень хороши. Ну и, собственно, в идеале, конечно, всей бы планеты это развивать. Ну, помечтаем о хорошем. Вячеслав Альбертович, хочется вот ваше мнение. Вот вас скорее такое развитие семимильными шагами пугает искусственного интеллекта или, ну, в общем-то, нужно научиться его как-то использовать в своих целях? Искусственный интеллект, он больше друг или все-таки враг? Сейчас очень много противопоставлений и демонизации этой системы. Ну, Анжелика, искусственный интеллект — это не друг и не враг, это инструмент. И как бы до одушевленности этих систем еще все-таки достаточно далеко. Вот. Поэтому проблема вовсе не в ИИ, а в людях, которые их используют. А тут уже делить на друзей и врагов бывает очень непросто. Недавно была успешно проведена операция по внедрению нейрочипа уже третьему человеку на Земле. Илон Маск отчитался, что все работает хорошо, по плану. Вот как вы относитесь к этой технологии? Насколько она является решением всех там, проблем человечества в будущем? Или же, наоборот, какие-то риски несет в себе? Ну, Илон Маск вообще гениальный менеджер. Сейчас уже все, мне кажется, считают, что он первым начал вживлять чипы. Скоро мы узнаем, что он первый вообще вышел в космос. На самом деле чипы вживляют с 50-х годов прошлого века. И всегда это было и остается сугубо медицинской задачей. Никто вживлять чипы здоровому человеку, конечно, не собирается. И как бы смысла в этом пока даже близко не видно. Но с точки зрения медицины они, конечно, очень благородные и значимые. И как бы первый слой – это люди с большими повреждениями спинного мозга, паралич. Причем, если это высокий уровень повреждения, то у человека даже руки не работают, и порой даже с дыханием плохо. Ну, а какие-то более простые задачи – это может быть контроль эпилептических очагов, контроль какой-то тяжелой, что называется, фармакорезистентной депрессии, которая не лечится лекарствами. Вот это понятные задачи, и да, порой следующим уровнем за фармакологией является использование подобных электронных устройств. Вообще, когда есть какие-то проблемы в мозге, не знаю, там та же самая депрессия, да, то первый уровень называется «помоги себе сам». Уже проанализируйте эту проблему. Возможно, все не так плохо. Возможно, вы на пустом месте тревожитесь. Да? Вам нужно поискать источник положительных эмоций в виде движения, общения, творчества. Не помогает справиться самому. Есть специалисты, психологи, психотерапевты, которые всей душой готовы вам предложить различные методы. Третий уровень – это фармакология, препараты. И действительно, вам может достаться такой мозг, где мало серотонина, и вы будете врожденно предрасположены к депрессии. К сожалению, каждый 20-й человек, он появляется на свет именно таким. И только четвертый уровень – это всяческие чипы, и это прям совсем редкая история, достаточно уникальная, достаточно дорогая, но сейчас получается две вещи. Работать с мозгом на входе и помогать людям слепым, глухим. И, кстати, импланты, которые вживляются в улитку и помогают глухим, врожденно глухим. Это еще с 90-х годов работает, и это, в общем, уже стандартная операция, сложная, но стандартная. Со зрением тоже получается, но хуже, потому что сама логика организации сетчатки очень сложная, и к зрительному нерву тоже так просто не присоединишься. То есть мы можем помогать людям на входе, глухота, слепота, или на выходе, и управлять железной рукой с помощью силы мысли, или компьютерной мышкой. Внутри, пока даже близко ничего не получается, и вставить лишние гигабайты памяти или в 2 раза ускорить мышление, это полная фантастика. И, собственно, тут дело еще в том, что подобного рода сложные функции, они распределенные. То есть такими задачами занимается порой почти вся кора больших полушарий. И вы со своими электродами не очень даже понимаете, в какие места вставать. И нужны тысячи электродов. И это
конечно, даже не в ближайшие десятилетия что-то такое появится. Какие открытия в области исследования мозга вы можете спрогнозировать в ближайшем будущем? И как вот наша страна, насколько она близка к этим открытиям? Как у нас обстоят дела с исследованием в области мозга? Исследования мозга идут активно во всем мире. Мы не очень, мне кажется, отстаем, а кое-где и в первых рядах. Одна из самых таких вот горячих тем, связанных как раз действительно с коронавирусной пандемией еще недавней, это нейровоспаление. То есть в какой-то момент вот эта идея, эта мысль о том, что многое в нашем мозге зависит от активности иммунной системы, от активности эндокринной системы. Вот это стало очень значимо и вышло на первую позицию. То есть, да, конечно, мы можем отдельно анализировать мозг, и всякие там синапсы, нейромедиаторы – это те процессы передачи информации, которые занимают секунды, минуты. Но есть более долгие сигналы, это сигналы гормональные. Половые гормоны, гормоны стресса, тироксины – это уже часы, дни. Но есть сигналы иммунной системы. Их как бы такой шлейф – это дни, недели, месяцы. И если где-то у вас, например, есть очаг хронического воспаления, то через определенные регуляторные молекулы, они называются цитокины, это может дотягиваться до нейросетей. И вот уже человек более тревожный, более депрессивный, он уже менее открыт новому, ну и так далее, и так далее. И вот эту логику мы только начинаем всерьез понимать. Сейчас вот те работы, в которых участвует наш факультет, моя кафедра физиологии человека и животных. Кроме этого, конечно, на слуху и очень важна проблема нейродегенерации. Болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона. То есть мы видим, что у нервной системы тоже есть некий ресурс продолжительности жизни. И да, конечно, наш мозг стареет не так быстро, как сосуды или там, не знаю, суставы, но тем не менее проблема очень актуальна. Ну и, собственно, нейродегенерации оказались неожиданно сложной сферой, потому что в ходе этих заболеваний дефектные белки накапливаются внутри нервных клеток. То есть все-таки медицина сейчас справляется более успешно с какими-то проблемами, которые между клетками. А вот когда внутри клеток, вот там вылечить, улучшить очень сложно, потому что все внутриклеточные механизмы, они ужасно универсальные. И вы вроде придумали какой-то препарат, и даже испытали его, скажем, в чашке Петри на культуре нейронов, смоделировали болезнь Альцгеймера, потом вылечили. Но когда вы вводите этот препарат хотя бы там белой мышке, то оказывается, что у него побочные эффекты там, на печенку, селезенку. Поэтому такие проблемы с нейродегенерациями. И вот сейчас, на мой взгляд, брежет такой свет в конце туннеля. Это использование регуляторных пептидов и олигонуклеотидов. То есть кусочков ДНК, РНК, которые способны непосредственно регулировать активность генов, в том числе в нервных клетках. И вот такого рода препараты, они, кажется, дают нам перспективы для того, чтобы бороться с Альцгеймером, паркинсонизмом и другими, собственно, нейродегенерациями. Ну и еще один пункт, он, конечно, связан с искусственными интеллектами, потому что на самом деле вот каждый из нас, да, он уникален, наш организм уникален. Мы уникальны на уровне ДНК, на уровне нейросетей. Иммунная система, кстати, у нас тоже уникально учится. И вот как к этой уникальности подойти, чтобы все-таки качественно лечить? И тут оказывается, что искусственные нейросети способны быть очень мощными медицинскими консультантами. Да, рядом должен стоять живой врач, но искусственная сетка, она прекрасно может запомнить весь ваш генетический паспорт, всю вашу кардиограмму и анализы крови и мочи, которые вы сделали за всю жизнь, ваши привычки, анализировать, сколько вы совершили движений за последнюю неделю, и что вы съели, и как вы спали, и вовремя выдавать рекомендации. И вот если мы говорим о здоровом образе жизни и где-то даже биохакинге, то сейчас объединение современной физиологии, причем не только физиологии мозга, но физиологии эндокринной системы, физиологии иммунной системы с обучающимися нейросетями, которые именно на вас настроятся, это прям очень-очень перспективно.
Безумно интересно. Еще десятки вопросов есть, которые хочется задать, но все же хочется дать возможность нашим зрителям задать вопросы. И я вижу уже желающих. Меня зовут Константинов Герман. Я считаю, что после формирования трудового комплекса нашей кисти педагогика является самым ключевым достижением, отличающим нас от всех остальных живых видов на планете. Очень интересно, когда же нейрофизиология и, в частности, нейромаркетинг наконец-то найдут свое применение в педагогике. И второй вопрос. Читая «Тоннель эго» Томаса Метцингера, вижу очень много пересечений с идеями буддизма. Не удивляет ли это вас? И как вы считаете, поможет ли нейробиология найти нам ответы на ключевые вопросы о духовности, нашем предназначении? Ну, могу сказать, что я, как нейробиолог, вообще считаю, что мы с педагогами очень много взаимодействуем. Да, и в конце концов есть нейропедагогика, нейропсихология. И я то и дело выступаю на серьезных конференциях, где рассказываю, ну, например, что-то про СДВГ, что-то про расстройство аутистического спектра или просто про эту самую тонкую моторику кисти, потому что на самом деле, вот я уже сказал, что у нас вообще 2/3 мозга занимаются движениями, и если вы там какие-нибудь оригами складываете или что-то лепите из пластилина, то всем нейросетям коры больших полушарий хорошо и идет более интенсивное развитие формирования этих синапсов. Поэтому на самом деле существует гигантское количество работ, научных, вполне себе как бы строгих, которые про разные методы, и порой это действительно мы учим ребенка там поддерживать равновесие на каких-то сложных штуках, и с мозгом лучше. Мы учим ребенка играть в какие-то даже игры, да, ну не знаю, там какой-нибудь там домино или даже какие-то незатейливые стрелялки, и оказывается, что в ограниченных размерах это вполне себе даже работает и помогает там, улучшать скорость реакции, внимание и так далее. Все это изучается. Мне как раз порой задают, знаете, какие вопросы? Вот я занимаюсь там каким-нибудь там нейрорисованием. Ведь правда же, что это прям супер задача? И прям мозг развивается. А кто-то встает и говорит, а у меня дети, да, занимаются художественной гимнастикой, это вообще самое лучшее. Здесь какой ответ? Все методы хороши. Очень важно, чтобы мозг чем-то интенсивно и серьезно занимался, с высокой мотивацией, с эмоцией. И тогда, да, тогда любая сложная деятельность приводит к тому, что нейросети формируются, вырастают у ребенка более эффективными. Ну и как бы, да, нейропедагогика, нейропсихология вполне реально существующие дисциплины, поэтому вам просто надо какую-то область, которая вас интересует, прям в нее окунуться и по ключевым словам чего-нибудь такое найти. Исследований масса. Что же касается буддизма и взаимодействия науки с религией, ну, это огромная сфера, но вы понимаете, что религиозное мировоззрение и научное, они как бы прям совсем в разных местах Вселенной находятся. Но в этом смысле буддизм как раз, поскольку он не настаивает на наличии некого Бога, создающего мир, да тем более по каким-то вполне конкретным, так сказать, рецептам и в ограниченное время, буддизм недаром называют религией без Бога и почти что атеистической религией. Ну и, собственно, в буддизме там огромное внимание уделяется тому, что человек учится работать со своим собственным мозгом, контролировать эмоции, повышать творческие возможности, но это, опять-таки, такой же труд, как складывание оригами, художественная гимнастика или там игра на виолончели. Вот. И я, как физиолог, воспринимаю это именно как вариант труда, работы со своими собственными нейросетями. Ну и я как бы никак не медитирую. Для меня, да, медитация – это лекция. То есть очень важно в жизни найти такую сферу, которая бы вам нравилась, вас вдохновляла, и тогда это станет, ну, если угодно, вашей личной религией, вашей целью. Ну, а если так совсем глобально, можно вот еще сказать, что ведь, по сути, современная наука, для нее, ну, в кавычках, религией является Вселенная, ее возникновение. Те же самые 4-5 миллиардов лет назад. Да, дальше, значит, клетки, дальше там все эти Кембрии, докембрии, ордовики, мезозойские эры. Только в отличие от религии у нас есть вполне конкретные доказательства. И палеонтология, теория эволюции
это ведь вовсе не пустой звук. Это когда-то Дарвин в XIX веке на основе очень небольших данных все это построил. Сейчас-то у нас 21 век. И мы знаем не просто про живые организмы, как они эволюционировали, а как каждая молекула эволюционирует. Потому что за любым, опять же, ферментом, транспортным белком, геном сотни миллионов, а порой и миллиарды лет эволюции. И оказывается, вовсе не нужно ковыряться, да, в каких-то там отложениях донных, хотя это тоже очень интересно, а достаточно сравнить, ну, например, как работают рибосомы у разных видов бактерий, у грибов, у растений, и вы увидите это эволюционное древо на молекулярном уровне, и это колоссально интересно. И по сути, да, современные наши представления об эволюции – это прежде всего представление о молекулярной эволюции, и здесь гигантское количество данных. Ну и, собственно, если вам не лень, и если вам интересно, то добро пожаловать. Это прям вот очень-очень значимо. Спасибо большое. Еще один вопрос. Давай. Что же нами управляет? Мозг или гормоны? Ну, вообще, как бы гормональный уровень – это отдельный уровень управления. То есть у нас есть уровень иммунного управления функциями мозга, гормональный уровень. Есть, конечно, уровень обмена веществ, есть уровень генетический. Но если мы говорим слово «нами», то мы имеем в виду работу не всего мозга, а вот этой самой информационно-речевой модели мира. Ну и, собственно, наше «я» и наше мышление – это только часть функций наших нейросетей. А гормоны пытаются на это влиять, и во многом через лобную кору. И, собственно, да, если, например, вас захлестнули гормоны стресса, и вы там в азарте или, например, в гневе, то, конечно, ваши долгие планы и мысли сейчас отступили в сторону, а вы вот там прорываетесь сквозь препятствия или там в гневе ломаете мебель или еще что-нибудь такое делаете. В общем, это вот конкурирующие организации. Да, гормоны. это конкурирующие организации, и наша задача, как Homo sapiens, человек разумный, понимать многое про свои личные даже гормоны и вовремя с ними договариваться. Вовремя, да, потому что если бабахнет, то порой за ними не уследишь. Спасибо. Так, друзья, еще вопросы? Здравствуйте, Вячеслав Альбертович. Мне бы очень хотелось у вас узнать ваше мнение насчет того, что может ли качественный искусственный интеллект стать хорошим психологом в ближайшем будущем и заменить собой людей, работающих в сфере психологии. Ну, собственно, я, поскольку не психолог, да, я не очень могу объективно отвечать на этот вопрос, но так же, как в других областях, в той же психологии есть куча рутинных задач. Вот рутинные задачи искусственный интеллект, конечно, способен запросто решать. Ну и мне уж попадались какие-то фильмы, где герой-психологиня, сама написавшая чат-бот, потом в сложный жизненный момент с ним беседует, плачет, и как бы, да, ей уже становится легче. Но в каких-то совсем серьезных историях все-таки мы пока так устроены, что нам нужен другой человек. И вот эта вот эмпатия, и психолог, который не столько говорит, сколько молчит, и своим молчанием, да, позволяет вам что-то высказать, больше понять в самом себе. Ну, здесь мы, наверное, не готовы к тому, что искусственный интеллект, даже вставленный в какую-то вот оболочку человекообразную, это заменит. Вот поэтому, собственно, мы и говорим, что да, пусть искусственные интеллекты развиваются и служат для нас прекрасными инструментами, но сфера коммуникации здесь желательно все это не отдавать. И это не только психологи, это, опять же, родители, педагоги, ну и вообще творческие процессы самые разные. Потому что мы гораздо больше можем, если мы решаем какие-то задачи вместе, в команде. Ну, поэтому, опять же, вот выращивая студентов, да, у себя на биофаке МГУ, на кафедре, мы периодически даем какие-то задачи, которые решаются командно. Потому что современная биология и нейробиология – это все-таки не про одного человека, а про коллектив. И это классно. И общаясь с другими людьми, мы получаем отдельные потоки положительных эмоций. Ну, наверное, знаете про великую замечательную молекулу окситоцина, которая про радость, дружбу, обнимание. Есть кого обнять, если вот кому-то есть кого? Обнимемся, друзья. А то вы ждете, знаете. Очень приятно, спасибо. Да. Мы же очень окситоциновые, для нас это очень важно. И окситоцин мало того, что снижает стресс, он еще улучшает иммунитет. Это вообще супер функция.
Дорогие друзья, я понимаю, что их гораздо больше, мы не на все ответили, но у вас будет такая возможность задать свои вопросы под выпуском, который у нас выйдет на сайте Национального центра России, в социальных сетях. Задавайте все вопросы, которые не успели задать. Мы их передадим Вячеславу Альбертовичу и постараемся ответить на них на всех, а самые лучшие обязательно отметим специальными подарками. Так что будьте активными. И в завершении не могу не задать вопрос, так как мы с вами находимся все-таки в Национальном центре России. Я уверена, что у вас есть на территории нашей большой страны какие-то любимые места, которые вы могли бы порекомендовать, посоветовать для путешествий нашим зрителям. У меня есть такое любимое место. Вот прям совсем порекомендовать для путешествий не могу, но могу порекомендовать окрестности. Это любимое место называется Беломорская биостанция МГУ. Находится недалеко от Кандалакши, на северном полярном круге. И когда вы приезжаете туда в августе, на это Белое море чистейшее, на эти литорали, где, значит, лежат эти водоросли, да, плавают все эти гаги, тюлени, грибы, ягоды, и озера прогреваются так, что вы можете купаться, это прекрасное ощущение чистоты и вот этого родства с природой. Ну, потому что я все-таки биолог, да. В биологии все начинается с того, что, боже, какие цветочки и какие комарики. И как бы во мне это все равно сохраняется. Вот, поэтому наша северная природа, она совершенно уникальна. Ну и да, Белое море. Спасибо большое за этот важный разговор. Спасибо, спасибо. Всем удачи. Задавайте вопросы в комментариях.